Друзья, всем привет! Снова рад вас приветствовать в новом видео. Сегодня мы на новой локации, новый у нас птичий рынок и выставка заодно, оно все вместе. Также вот повстречал ребят. Кстати, мы сейчас в городе Брюль. Да, кто узнал Толика? Помните? У Толика была разводня в Харькове. К сожалению, сейчас уже нету. Толик здесь и будет здесь начинать. Впоследствии также покажем, что у него здесь. Ну и Костю, конечно, вы уже знаете. Костя уже постоянный гость видео. Сейчас я кратенько вам покажу, что здесь. Потом мы вернемся к этой комнате. А дальше мы продолжим показывать, что же тут сегодня продают. Начинается все с такой вот комнаты. И вот с аквариумом тут неончики, как я вижу. Дальше еще вот какие-то интересные рыбки, не часто встречающиеся. Пиццилии тоже достаточно такие интересные. В рекламе их часто показывают. Ну, привлекательно. Вот гупешки, посмотрите, какие красные с желтыми хвостами тоже хорошо так смотрятся. Ну, еще вот красный неончик также есть. Тут уже пакуют. Вот также часто вам показывал еще карликовые болотные раки. Тоже присутствуют креветосы. Но а этих рыбок вообще, я думаю, вообще этот стенд вы уже неоднократно видели. Знакомый уже дядька попадается практически на каждой выставке, где бываю. Ну, это если такие более по-местному, так сказать. Хотя, в принципе, я его первый раз увидел там, где встретился и познакомился с Владимиром. Там этот мужчина тоже был. Я, причем и здесь так зашел, смотрю по рыбке, и что-то знакомое. Потом смотрю по надписям, и надписи знакомые. Вот оказалось, что это именно тот самый. Вот еще какие-то интересные товарищи. Спокойные такие. Но что-то вот по челюсти, мне кажется, что они не очень спокойные. Вот еще. Ну, вот это видно. Это более спокойные добряки. Сторисонка также присутствует. И вон отики. По крайней мере, одного так точно вижу. А сторисонки там есть. Медаки, которые у меня есть. Вот также у этого мужчины есть. Ну, это тоже медака. Но это уже другого цвета. Оранжевая. Ух ты. Вот это вот черные медаки. Но тоже смотрится прикольно. Мне нравится. Реально по-другому выглядит. Вот следующая комната. Также тут рыбки продаются. И много чего еще интересного. Я вижу, даже осмос тут есть. Вода, ну все как положено. То ли я так долго ходил, то ли здесь так быстро разбирают. Вот здесь уже остался кустик только. Больше никого. Вот интересная рыбка. Я думаю, что она любит кого-то пощипать. Тоже пусто у нас. Но тут еще остались креветки и мох. Немного. Так, внизу у нас также пусто. Только кустик растений. В общем, тут надо поторапливаться. Вон анцик еще есть. Плавает там. Барбусы и пиццилия вот сидят вместе. Огненные. А еще и пиццилия вот там в уголке она забилась. Видно, барбус немножко гоняет. Ну тут еще пиццилии одного вида. А вон еще с красненькой тут. Вот это не одного вида. Тут копия где-то была. Уже нет. А вот они по поверхности там плавают. Видите? Но я думаю, если я так буду долго ходить, в скором времени не будет. Вот еще прикольно. Вот если я правильно услышал, то как раз за кадром мужчина сказал о том, что он с того города, где я его видел. Потому что рыбка снова знакомая. Могу ошибаться, по-моему, Айова. Вот скалярии разбирают. Вот еще гупики красивые. Рядышком скалярии уходят. Аквариумы все пустеет и пустеет, люди бегом разбирают все. При мне скалярии забрали. Вот тут еще гупики есть. Они там спрятались среди растений. Не особо их хорошо видно. Надо было растения на задний план, чтобы рыбку сюда на передний. А тут получилось наоборот. А вот суловеси, креветки. Не знаю, какие-то прозрачные. Не особо такие привлекательные. Одни растения у нас здесь. А вот здесь у нас малыши гупиков. Я думаю, что это, наверное, эмпера. Судя по размерам и хвостику примерной окраски, я думаю, что это они. Также тут еще какие-то суловеси, но тоже прозрачные. Тут даже данюшка обычная, которая уже у нас практически не найти. И гупики еще есть. Если судить по вот этой табличке, то тут еще лимия, любимая лимия. Но сейчас ее нету. Что вот есть, так это еще живые корма. Вот есть нематода и есть еще гриндаль. Вот гриндаль 8 евро, вот такой, а нематода 5 евро.
Вот тут еще интересные живородки. Я спрашивал название, но, к сожалению, не знают названия. И вот тот, кто отвечает за этих рыбок, его сегодня, к сожалению, нет. Хотелось бы узнать, как они называются, но точное название не знаю. Но не часто их встречаю. Точно так же, как вот эти. Вот там самочка, она как обычная гуппи, а вот этот, я не знаю. Ну, может, кто там шарит, напишите в комментариях. Обычные моли, я, в принципе, думаю, что я вряд ли вас чем-то удивлю, тем более там, сереньким пробросом. Ничего как бы такого. Здесь пусто, а нет, там где-то кто-то плавает, ну что такое. Здесь темнота, вдруг молодежи. Здесь также, ну вот тоже кое-кого видно, но без освещения, сами понимаете. Еще то удовольствие разглядывать в потемках. Также еще внизу есть аквариумы. Ну тут тоже. Попробуйте разглядеть, кто это. Очень-очень плохо видно, товарищи. Этот стеллаж, тут креветки есть, анцик есть еще тут, я увидел. Ну, то как бы такое, скажем. Не особо нас интересует. Тут от микроразбора также прячется где-то здесь. И вот что мне еще очень понравилось, это киллифиш. Сегодня они присутствуют здесь. У них там мочалка, все как надо, чтобы они здесь же сразу и не рестились. Но тоже название, вот, я не знаю. Спрашивал, подсказать не могут. Парня нету сегодня, который занимается. Очень бы хотелось узнать. И вот еще по чучкам. Вот это фундула панхакс. Но они как-то здесь называют его по-другому. Не знаю, почему так. Я еще показывал Аписимиона. Они как-то тоже его по-другому называют. Поэтому, возможно, даже и тех предыдущих они называют по-другому. Но я не знаю, почему так. Хотя латинское название должно быть одинаковое, но что-то вот различается. Также тут еще есть щучки. Очень неприхотливые ребята и подстраиваются под условия. И вот с икрой то, что они могут, это, конечно, вот то, что мне очень нравится. Но, к сожалению, жаль, они не популярны. Вот еще и бесплатицы, факельные плавают. Здесь даже малыши. В общем, они здесь же и рождаются новые, и живут. В общем, все тут. Вот еще цихлидки есть. Что хорошо, на цихлидах всегда лучший фокус из-за того, что цихлиды сами по себе побольше, и камера их лучше видит. Ну, это для тех, кто любит цихлиды, и для тех, у кого позволяет место в аквариуме. Кто-то считает цихлид легче в содержании, кто-то сложнее. А как вы считаете, цихлиду легче содержать или сложнее? Еще у нас специнка. Тут нету ничего не написано. Поэтому, ну, по внешнему виду, я думаю, что это она. Вот малыши ее. А, и вот попугайчики. Возможно, они тут и родились. Возможно, тут где-то еще пара сидит. Один тут скучающий. Нету ему компании попугайчику. Ну, тут просто растения. И вот тут еще, кто это? Тоже непонятно. Но не часто встречающаяся рыбка, поэтому не знаю даже, как ее название. Что-то из редких, по-любому. Тут же у нас цихлиды. Пусто. И вот малыши. Вот они там прячутся. Их плохо видно, но тем не менее они присутствуют. Ниже также цихлидки. Часто встречаю их. Обычные лео, еще какие-то псевдоморья. А тут что-то лифт не работает, и только вот помпа, и то не сильно она там. Внизу также есть цихлидки. Они думают, что я их сейчас буду кормить, поэтому они так активно двигаются. Пока я вам показываю одних, тут, видите, уже продают других. Юлики там прячутся, особо не хотят сюда подплывать, но потому что их сразу ловят и продают. Здесь без растений их лучше видно. Там они просто прячутся за растениями. Вот тут также их немножко видно. Yellow. Подросточки. Тут еще какие-то цихлидки. Вроде так неплохо смотрится. Не знаю, как они по характеру. Вот еще есть. Вверху у нас также есть прям такие с ирокезом каким-то позируют. Ну, не очень дружелюбно они как-то. Вот тоже вроде неплохо смотрятся. Надеюсь, они добрые. Вот еще. И он сзади там. Вот сейчас плывет. Вот тоже такой товарищ там с синевой, с оранжевым лобиком. Вот кто-то тут еще в горшочке сидит. Не особо хорошо видно, но там кто-то есть. Под анабиасом там тоже сидит кто-то. Не могу разглядеть. Камера так тем более не может. И вот еще какие-то цихлидки также. Вот за горшочком. И вот за ракушкой тоже выглядывает товарищ. Вот прям посмотрите, он так интересно заглядывает. Вот еще сбоку есть. Не могу идентифицировать, кто это.
И так не особо силен, а еще когда прячется, вообще тяжело понять, кто там. Ну, более вот смелеет, видят, что я угрозы не представляю, и по чуть-чуть начинает вылазить. Они же у нас, вот смотрите, аксолотли. Такие. Есть такого цвета коричневого, и также есть вот еще светлый, сейчас покажу. Вот он прям идет на меня, позирует. Интересно, какая у них здесь температура. Настоящий лунтик, как детки говорят, да? Прям позирует. Все, говорит, кушать давать не будешь? Пойду я. Вот у нас светлые альбиносы, и там, в принципе, есть и такой. Дальше там попрятались. И вот еще по соседству также солотный. Но не частые гости на птичьих рынках. Видно, мало кто их содержит и не сильно пользуется спросом. Так вот, тогда-никогда их можно увидеть. Пока ребят тут стоял, смотрел циклид, вот мне еще показали. Оказывается, вот эти циклиды, смотрите, они живут в вот этих ракушках. Вот сейчас мне объясняли, правда, с немецкого тяжело. Вот видите, вот интересно, какие циклидки, они прям реально живут в них, прячутся и живут. Вот, очень супер.